Случается так, что не каждый производитель устройства, а именно материнских плат, производит драйвера на современные операционные системы. Именно поэтому нам нужно определить, для какой операционной системы существуют драйвера на эту материнскую плату, чтобы в последующем понять, какую операционную систему мы будем ставить на наш компьютер. Есть два способа это узнать. Первый способ физический, просто посмотреть на устройстве его марку и модель. Итак, посмотрим. Плохо видно, конечно, но вот мы наблюдаем 760 GM P21 FX. Это модель. Марка MCI, если удобно. Хорошо. Сразу же мы поглядим и видеокарту. Видеокарта опять перевернута. Модель данной видеокарты GT440. Это NVIDIA. Второй способ рассмотрим тоже. Второй способ узнать модель материнской платы получится только в том случае, если ваш компьютер, ваша операционная система запускаются. Для этого нам понадобится нажать клавишу Win-R, сочетание клавиш. Win-R. Откроется в левом нижнем углу такое окошко. И пишем туда MS Info 32. Окей. Вылетит окошко сведения о системе, и здесь вы увидите изготовитель MCI, модель MS7641. Это что касается материнской платы. Как же узнать модель видеокарты, если драйвер еще не был установлен? Для этого нам надо зайти в диспетчер устройств. Таким образом, жмем «Мой компьютер», «Свойства», «Диспетчер устройств». В диспетчере устройств у вас будут видеоадаптеры. Сейчас он не отобразится у вас как видеоадаптер отдельный, а вот таким образом стандартный VGA графический адаптер. Жмем на нем свойства, драйвер, сведения, ID оборудования. Копируем последний пункт и вставляем в адресную строку интернет-браузера. У вас отобразится модель вашей видеокарты. Скопировав ID устройства, вставляем в адресную строку браузера. И видим модель нашей видеокарты. Если остановиться более подробно на этом моменте, то мы знаем следующее, что существуют разные операционные системы. Windows 7, к примеру, Windows 8, 10, а также существует их разрядность. А как известно, их две. Это 32-битные системы Windows и 64-битные системы. Именно для этого мы и узнаем заранее, какие драйвера существуют для данного устройства. Итак, модель и марка нашего устройства нам уже известна. Заходим на официальный сайт производителя драйверов для этого устройства. В данном случае это MCI. Если у вас Asus, пожалуйста, заходим на Asus или Lenovo или прочее. Заходим на MCI. Вот мы видим уже список драйверов. Утилиты мы устанавливать не будем.
Смотрим, для каких операционных систем доступны драйвера. Windows 7 32 бита, Windows 7 64 бита разрядностью. Нам нужно Windows 7 64. Когда мы выяснили, что у нас имеются драйвера для Windows 7 64 бита, то, естественно, мы и определились с той операционной системой, которую мы будем устанавливать в последующем. А пока что скачиваем драйвера. Также поступаем и с видеодрайвером NVIDIA. Выбираем GeForce, у нас карточка GeForce. Серия 400, GeForce GT 440. Windows 7 64 бита. Ищем. Скачиваем. Вот и все, драйвера у нас теперь есть. Итак, следующий вопрос, который нам надо разобрать, это какую операционную систему мы будем устанавливать в наш компьютер. Во-первых, на что стоит обратить внимание. На вашем компьютере установлена оперативная память. И если ее больше 4 гигабайт, есть смысл качать операционную систему разрядностью 64 бита. Если же меньше 4 гигабайт, то 32 бита. Так как мы заранее уже определились, какую операционную систему будем ставить, то поиск у нас будет короткий. Есть такой вот сайт, на котором мы можем скачать оригинальный образ Windows через сайт Microsoft. Что позволит нам обойтись без сборок, которые собраны неизвестно как. Выбираем Microsoft Final, 7, Windows 7. Ну, к примеру, Windows 7 максимальная. Выбираем язык. Русский. Выбираем файл. Windows Ultimate CP1 Russian X64. То, что мы искали. Жмем скачать. Пошла загрузка. Таким образом, дожидаемся загрузки, и образ нашей операционной системы у нас в руках. Итак, теперь нам понадобится записать образ на загрузочную флешку. Для этого нам понадобится образ операционной системы, тот, что мы скачали с вами. Он должен иметь расширение ISO. Нам понадобится программа Ultra ISO. Ее вы сможете скачать в описании по ссылочке. Запускаем программу. Так, как только мы ее запустили, мы можем ее активировать, либо пробный период. Пробный период. Открываем наш образ. Вставляем нашу флешечку. Подойдут любые, от 4 гигабайтов и выше. 4 гигабайта, 8, 16, без разницы. Вставляем. Выбираем в панели меню «Самозагрузка». Записать образ жесткого диска. Разрешаем.
Убедитесь, что здесь выбрана именно та флешка, на которой вы собираетесь записывать. В моем случае это 16 гигабайт. Форматируем ее. Оставляем все параметры именно такими. Форматируем. Итак, форматирование завершено. Жмем кнопочку «Записать». Соглашаемся. Ждем окончания записи на флешку. Итак, приближаемся к завершению записи. Запись завершена, наша загрузочная флешка готова к работе. Самый сложный этап установки операционной системы – это установка приоритета загрузки в BIOS. У людей он вызывает массу негодований. Почему это происходит? Да потому что все BIOS различные. В соответствии с моделью BIOS и меняется интерфейс BIOS. Что нужно искать в BIOS? Вот мы видим один из вариантов BIOS. Нам нужно искать меню Boot. И вот мы видим Boot Device Priority. Вот еще один вариант BIOS. Этот вариант более современный. Он на русском языке, внизу написано приоритет загрузки. Продолжим. Итак, вставляем нашу загрузочную флешку в USB-порт данного компьютера. Запускаем компьютер. При запуске нажимаем кнопку Delete или F2. Жмем Delete до включения BIOS. BIOS запущен. В данном случае мы имеем EMI BIOS. Наша задача выставить приоритет загрузки на загрузочную флешку. Приступаем. Advanced BIOS Futures. Boot Sequence. И выставляем USB диск 2.0 на первое место. После этих манипуляций необходимо сохранить настройки. Выходим назад с помощью клавиши Escape и сохраняем настройки. Save and Exit Setup. Окей. Выбираем установку Windows Setup. Извините за качество съемки, но здесь вот написано Windows Setup. Жмем Enter. Пошла загрузка файлов операционной системы. Дожидаемся ее окончания. Загрузка файлов операционной системы завершена. Ждем запуска установки.
Итак, появилось окно установки операционной системы Windows. Первым делом нам нужно выбрать язык и раскладку клавиатуры. В нашем случае все русское. Далее. Здесь вам предлагают различные инструкции. Жмем «Установить». На данном этапе появляется лицензионное соглашение, с которым мы, конечно же, соглашаемся. Далее предлагают выбрать обновление или полную установку. Мы выбираем полную установку. Следующий этап — выбор раздела, куда будет сохраняться наша устанавливаться, наша операционная система. Первым делом ее необходимо отформатировать. Здесь могут быть не один, а несколько логических разделов диска. Выбираем тот, на который будем устанавливать операционную систему. В данном случае диск C, раздел 1. Форматируем его. Затем он у нас уже выбран. Жмем «Далее». И дожидаемся распаковки и установки компонентов операционной системы до конца. Итак, установка завершилась. После установки последовала перезагрузка и запуск операционной системы. Сейчас программа настроит первичный запуск системы. И завершит установку. Ждем. Установка завершилась. Следует за этим опять перезагрузка. Дожидаемся ее. Сейчас будет произведена первая настройка операционной системы. Итак, вводим имя. Оставляем без ввода пароля. Вносим ключ продукта. Это можно будет сделать и позднее. Выставляем использовать рекомендуемые параметры. Устанавливаем время. Итак, ввели имя компьютера. Осуществлен первый запуск. Стоит вопрос об активации Windows 7. Для этого нам понадобится программа CHEF7. Ссылку на данную программу вы можете увидеть в описании под видео. Запускаем программу. Жмем Install. Кстати говоря, антивирусные программы ругаются на данный файл, но поверьте мне, ни вирусов, ни вредоносных программ в нем нет. Сейчас последует перезапуск системы, и ваша Windows активирована.
После активации и перезапуска системы появился вот такой вот файлик. Его можно смело удалять. Давайте проверим, активировалась ли наша операционная система. Запускаем мой компьютер. Жмем свойства. Активация Windows выполнена. После активации операционной системы с помощью программы CHEF7 необходимо отключить центр обновления Windows. Для этого заходим в пуск, панель управления, просмотр устанавливаем на крупные значки, находим центр обновления Windows, в левом столбце выбираем настройка параметров, важное обновление выбираем, не проверять наличие обновлений, убираем галочки, все. Итак, и последний пункт установки Windows 7 — это установка драйверов. Приступаем. Драйверы были скачаны нами заранее. Устанавливаем. Сначала устанавливаем графический драйвер и так далее. Устанавливаем сетевой драйвер. Далее устанавливаем встроенное программное обеспечение AMD Catalyst Center. После установки всех необходимых драйверов перезагружаем систему и продолжаем установку всех необходимых, в зависимости от ваших целей и задач, программ. Вот и весь процесс установки. Ну и итог. Операционная система была выбрана Windows 7, Home Basic, домашняя базовая. Ее разрядность 64 бита. Спасибо всем за внимание.